Сегодня достаточно интересная тема, и поговорим с вами об этикетках, об обозначениях там сортов, растений, там цветов. Ну, вы поняли, на просторах Алиэкспресс я нашла очень много разных видов. В прошлом году я покупала, делала тоже своими руками. В этом году решила не покупать, показать вам, как их сделать своими руками, прошлогодние свои поделки покажу. И то, что осталось с прошлого года, покажу этикетки, как они в использовании, понравились мне, не понравились. Думаю, что подобные видео будут вам интересны. Конечно, вот как своими руками, это, наверное, самое ценное. Что ж, давайте приступим. Так, перед вами этикетки, бирки, те, которые я покупала. Их сейчас можно купить в фикс-прайсе. Вот такие. И с ними в комплекте идет, по-моему, карандаш, если я не ошибаюсь. Но это достаточно дороговато, но во всех практически магазинах они есть. Это достаточно удобные бирки, но они вот здесь вот ломаются. Насколько я заметила с прошлого года, вот такой был у меня опыт. Подобные тоже продаются, но у них достаточно тонкая вот палочка, тоже может ломаться. Но они идут с карандашом, тоже очень удобно подписывать. И вот эта вот площадь достаточно большая. И то же самое с этими. В прошлом году я покупала достаточное количество вот таких вот этикеток. Это, по-моему, на Алиэкспресс. Они идут партиями по 100 штук, даже побольше. Очень удобные. То, что у них колышек. Здесь ничего не ломается. Они у меня все сохранились. И если писать карандашом, запись не стирается. То же самое я в прошлом году покупала большую партию вот таких вот этикеток. Они тоже удобные, но удобнее они, скорее всего, для рассады. Потом, когда уже овощи, цветы подрастают, их практически из-под земли и не видно. Они теряются. Но вот, например, эти хорошо видны. Вот они у меня прошлогодние. Это я делала рассаду. С одной стороны подписывала сорт, с другой стороны я подписывала дату. Так, это все насчет покупных. Вот то, что я покупала, то, что использовала. В этом году я решила не тратиться и сделать самостоятельно. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Вот эти вот обозначители, бирочки я сделала самостоятельно. Это такие стяжки. Я их делила на две части и к ним крепила изоленту. То есть разрезала изоленту на длину, переворачивала, скрепляла между собой, и здесь можно писать. Можно сделать их подлиннее, покороче, то есть тут выбор такой, каждый выбирает сам по себе. И с этой стороны я делала такой разрез, для того, чтобы было удобнее заглублять в грунт. Если у вас есть папки, да их можно купить, они недорогие. И вот, например, из двухсторонней папки у меня получилось около 100 штук. Это здесь 50 штук, это с одной стороны. То есть просто я папку разрезала, но для того, чтобы все было аккуратно, я сделала шаблон. С Алиэкспресс взяла как бы заготовочку вот этой бирки, вырезала и потом уже размещала на пластиковой обложке. Вырезаются они очень легко. Есть эти папки разных цветов, я взяла черного цвета. И для того, чтобы на ней писать, я взяла вот такой вот маркер. Они есть белые, черные. Черным тоже очень удобно писать. Я взяла сразу два. Примерно цена вот этого маркера в наших канцелярских магазинах 50 рублей. Вот сейчас я вам покажу, как пишет маркер на черной самодельной бирке. Я напишу томат. Мне кажется, черный цвет, он даже лучше, что ли, как-то смотрится. Но единственное, мне кажется, то, что если вы их будете использовать в грунте, в огороде, например, да, в саду, то вот эти вот черные бирки, их плохо будет видно. Да, надпись очень хорошо видно, все хорошо, но в грунте они будут теряться. Я не знаю, это мое личное мнение. Если писать черным маркером на таких вот белых, например,
то тоже выглядит неплохо. И такой плюс, то что их видно издалека. Белый сам маркер. Вот такое вот различие. Белые папки тоже продаются, можно приобрести, но я рискнула сделать на черных. Так, продолжение этой темы. Еще один вариант. Вырезаем вот такую вот полоску из черной папки. Здесь дыроколом делаем отверстие. И теперь нам понадобится тонкая проволока. Отрезаем необходимой длины. Эта тонкая проволока режется прекрасно ножницами. Делаем напополам. Здесь слегка закругляем. Даже не закругляем, а немного заматываем. Получается вот такая вот заготовка. Пишем сорт. Томат, например, такой-то. И эту конструкцию можно закрепить на стволике любого растения. Так, можно использовать вместо проволоки, если вы боитесь повредить растение, веревочку, но тоже как вариант. Ну, еще один из вариантов, они продаются, но тоже нужно покупать, можно сделать самим. Это отрезок от тонкой папки, они стоят еще дешевле. Подписываем. Все, ко мне пристало слово томат. Вот так примерно это все смотрится. Надпись не стирается, долго держится. И тут вариантов множество. Вот из этих вариантов можно выбрать любой себе. Так что, друзья, вариантов достаточное множество. Может быть, вы сами как-то делаете этикетки. Напишите, пожалуйста, будет очень интересно почитать. А я вам показала и поделилась своими советами, как я делаю. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.